Слушайте, Бальтазар, сколько я вам должен? Шутите, Дон Педро? Это я вам должен кучу денег. Тогда почему же ваша дочь корчит из себя принцессу? Я не желал бы для Гутиери лучшего жениха, чем вы. Я ведь для этого и уговорил ее погостить у вас на шхуне. Чтобы вы могли, поухаживать за ней. Ухаживать за ней! В последнее время я только этим и занимаюсь. Он родился и жил на сломе эпох и мировых потрясений. В разные годы служил в труппах 15 театров. Дружил с именитыми советскими актерами и режиссерами. Анатолий Смиранин стоял у истоков становления отечественного кино. К сожалению, сегодня его имя помнят преимущественно киноведы. Анатолий Дмитриевич появился на свет в Одессе в декабре 1892 года. Его отец служил капитаном дальнего плавания. Он часто брал наследника в рейсы. Так, еще в раннем детстве, в качестве юнги, Анатолий избороздил черные Средиземные моря. Мать мальчика, красавица Черногорка, отличалась бесстрашным характером, передавшимся и ребенку. В начале 20 века, в разгул движения черносотенцев, смелая женщина вместе с сыном-гимназистом спасали от погромщиков евреев, проживающих по соседству. Анатолий обучался в 5-й Одесской гимназии. С другом детства, будущим знаменитым литератором Валентином Катаевым, они пропадали на лиманах и декламировали стихи. Получение гимназического аттестата совпало с переездом семьи в Таганрог, куда по службе перевели отца. Здесь жизнь Анатолия впервые пересеклась с миром кулис. Юношу пригласили поработать в антрепризе Нелли Константиновны Шатлен. Опыт, полученный на подмостках Таганрогского городского театра, оказал на молодого человека мощное впечатление. Он заболел сценой. Горячее желание стать артистом встретило сопротивление со стороны Смиранина-старшего. Родитель запретил сыну думать об искусстве и определил в университет родной Одессы. Юриспруденция Анатолия не привлекала. Ежедневно после лекции он отправлялся в актерскую студию, учрежденную режиссером и актрисой Ольгой Рахмановой. На репетициях и творческих показах Ольги Владимировны харизматичного студента заметили представители Черниговского драмтеатра. Им не пришлось долго уговаривать юношу. Он с радостью встретил предложение о работе, оставил вуз и переехал в Чернигов. С 1910 года, вплоть до самых последних дней, Анатолий Дмитриевич был неотделим от сцены. Единственный краткий перерыв случился в период Первой мировой войны, когда артист добровольцем ушел на фронт, получил ранение и некоторое время находился в госпитале. На этапе становления кипучая энергия Смиранина находила выход в постоянной смене коллективов: Саратов, Краснодар, Ялта, Уральск, Батуми, Сухуми, Одесса и Уфа – вот неполный список городов, где Анатолий успел поработать в начале карьеры. Переезды и новые труппы явились лучшей школой, а коллеги, такие как Борис Глаголин, Иван Слонов и Николай Собольчиков-Самарин, сами того не подозревая, стали прекрасными учителями. За годы странствий артист познакомился с Мейерхольдом, Таировым и Завадским. Двое последних приглашали Смиранина в Москву и были бы счастливы видеть его в возглавляемых ими театрах. Но из всех вариантов Анатолий выбрал Грузию. В Тбилисский русский драмтеатр имени Грибоедова он поступил в 1936 году. В этих стенах актер переиграл весь классический репертуар от Бальзака, Мольера и Шиллера до Булгакова и Горького. Помимо выхода на сцену в качестве артиста, Смиранин поставил 20 спектаклей как режиссер. О степени его самоотдачи в профессии говорит тот факт, что в середине 40-х годов ему было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР. Фильмы. Ты что, с ними в Сибирь захотел? Если бы вы подняли плеть на вашего старого отца, господин офицер. Мой батюшка скончался. Проходите! Впервые Анатолий попал на съемочную площадку в 1918 году. Фильмы тогда снимали еще без звука, поэтому на счету артиста 6 немых картин, большинство которых не сохранилось. Не дошла до наших дней и драма «Непобедимые», где артист изобразил главу фашистской организации Рауля Оливера. В историко-революционной ленте «Разлом» его персонаж снова отрицательный.
Смиранин сыграл убежденного контрреволюционера фон Штаубе. Разве не умилительно? Командир крейсера русского флота гуляет с матросней по питерским мостовым, лузгает подсолнух и кричит: «Долой капиталистов!» Может быть, ты повторишь эту гадость в глаза отцу? Или по обыкновению струсишь? Трус не я. Трусы тех, кто спасовали перед зверьем, выросшимся из клеток. В 1946 году он поучаствовал в экранизации Робинзона Круза. Актер исполнил роль сурового и непреклонного отца главного героя. Зачем тебе это? Я сделал все, чтобы ты смог прожить безбедно и честно. Но поймите, я не могу оставаться здесь в городе. Я пробовал пересилить себя, но не могу. Я должен стать моряком, и я буду моряком. Тщеславие! Ты ищешь легкой наживы и собираешься пуститься для этого в плавание. Если ты меня не отпустишь, я убегу. Настоящей творческой удачей стали для Смиранина съемки в картине «Человек-амфибия». Ах, я должна уже и платить. Гутьера. Ну не стройте из себя недотрогу. Ах так? Вот ведь характер. Папа, пришли мои вещи на берег. Как тебе не стыдно? Сейчас же вернись! Ее надо вернуть. В мелодраме он предстал в образе старого ловца жемчуга Бальтазара. Кто там живет? Бог. Шутки в сторону. Я не шучу, там живет Бог. Хромым он делает ноги, слепым дает глаза. Что за глупости? В заливе дьявол, над заливом Бог. Там живет доктор Сальватор, знаменитый доктор Сальватор. Ах, доктор, тогда там искать бесполезно. А вот нарой следует серьезно заняться. После этого Анатолий Дмитриевич появился в эпизодах еще 2 картин, как сотрудник архива в картине «Генералы Маргаритки» и как профессор археологии в ленте «Игра без ничей». Что у вас случилось, профессор? Мы вас совершенно не слышим. Очевидно, ваша рация повреждена? Во время шторма пропал мой ассистент. Как пропал? Но вы его искали? Вы приняли меры, надеюсь? Да, но тщетно. А, по правде говоря, принимать меры скорее ваша обязанность, чем моя. Личная жизнь. В первом браке, завершившемся расставанием, у мужчины была дочка, которая умерла во младенчестве. Второй союз с актрисой Еленой Перумовой оказался более счастливым. В 1955 году у пары родился сын, названный в честь отца Анатолием. Артист Анатолий Смиранин прожил 78 лет, 60 из которых было положено на алтарь профессии. Несмотря на преклонный возраст, на отдых он не выходил, продолжая играть на сцене и сниматься в кино. Сердце Анатолия Дмитриевича перестало биться в феврале 1971 года. Он так и не успел узнать, что дело всей его жизни будет продолжено внуком, тезкой знаменитого деда, актером Анатолием Смираниным. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.